Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 17 февраля, сегодня у нас с вами суббота. Сегодня, вы знаете, достаточно день уникальный. Можно сказать, что сегодня день денежной удачи, поэтому обязательно нарисуйте эту циферку на руке для того, чтобы раскрыться вот этому потоку, который идет из космоса, идет от Вселенной. Обязательно проведите эту практику, нам поможет вам сегодня в жизни. Давайте разбираться, что уже у нас сегодня за день и на что нам обязательно с вами обратить внимание. Итак, друзья, сегодня 17 февраля. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами продолжается растущая луна в знаке зодиака Близнецы. У нас сегодня 8 и 9 лунный день. Какие же нас с вами сегодня ожидают тенденции и на что вам стоит обратить внимание? Как вы знаете, знак зодиака Близнецы, он у нас достаточно сильно связан с коммуникацией и с общением, с обменом информацией, социальной активностью. Поэтому в этот день вы можете ощущать такое вот усиленное желание общаться с окружающими людьми, делиться какими-то своими идеями, участвовать в каких-то дискуссиях. Это нормально. Наоборот, сегодня стремитесь побольше говорить, побольше коммуницировать, побольше общаться. Даже если это в вашем окружении есть люди, которые не согласны с вашим мнением, с вашими принципами и так далее, старайтесь найти именно аргументы, но такие веские аргументы, которые, возможно, изменят отношение человека к той или иной ситуации. Если вы еще не научились, то возьмите, например, общаясь сегодня с теми или иными людьми, запишите себе те вопросы, на которые вы не смогли ответить. Придите домой, напишите на листочек и попробуйте проработать именно эти вопросы. То есть, как бы вы ответили и какие бы вы аргументы привели, потому что знак зодиака Близнецы, друзья, это общение, это коммуникация, и очень важно, чтобы вы научились это делать. Кроме того, знак зодиака Близнецы очень тесно связан с обучением, с обменом знаниями, поэтому этот день очень благоприятен для изучения новых предметов, для посещения любых семинаров, тренингов, любого обучения, а также развития интеллектуальных способностей. Поэтому, если вас сегодня куда-то приглашают на учебу, на какой-то семинар, на какой-то даже безоплатный тренинг, семинар, обязательно идите. Возможно, даже эта тема не ваша, и вы, как вы думаете на данном этапе в жизни, вы не будете в этом разбираться, вам это не нужно и так далее. Но вы знаете, наш мир очень сильно меняется, вы сами это видите, и, соответственно, никто не знает, к чему это приведет. Самый простой пример из недавнего. Наша подписчица, она экономист в одной из крупных холдингов нашей страны. И ее подруга предложила ей пойти на семинар, тренинг по маникюру. Она пошла ради интереса, не потому, что она собиралась учиться и так далее. Она прошла одни курсы, потом что-то ее в интернете там заинтересовало, она просмотрела. Приходит момент, и у нее такая вот, знаете, жизненная развилка, что ей дальше делать? Оставаться в компании, где она уже все знает, она достигла успехов, или идти своей дорогой вот то, что ей сердце просит. И вы знаете, она оставила эту компанию, хотя это была и должность, это была зарплата, социальные гарантии и так далее, и так далее. И она открыла свое дело. Сначала она, конечно, занималась маникюром, еще обучалась, там проходила какие-то тренинги, курсы, мы постоянно с ней общались. И в один момент она принимает себе решение, что она начнет принимать у себя дома людей, и она начала принимать. И вы знаете, она сегодня уже имеет несколько, в том городе, в котором она проживает, она имеет несколько уже точек, салонов, которые именно оказывают услуги по маникюру, по педикюру, и при этом достаточно успешно. Хотя, казалось бы, человек вообще занимался другой работой. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте вот те знаки, те подсказки, которые дает вам Вселенная. Если вы думаете о том, что вы не знаете, вам это не нужно, потому что вы учились по одной профессии, и по-другому никак. Вы знаете, если вы категорично всегда говорите «нет», Вселенная один раз вас на это проверит.
Кроме того, Луна в знаке зодиака Близнецы способствует нашей многозадачности и быстрому переключению внимания. Поэтому сегодня многие люди будут ощущать себя такими, знаете, более энергичными и способными заниматься несколькими делами одновременно. Даже некоторые будут удивлены, как так вы сегодня можете по телефону говорить и в то же время делать маленькую уборочку в своей квартире или в доме и еще готовить обед. Так что сегодня, вот если вы любите многозадачность, сегодня это тот день, когда вас будет, знаете, вдохновлять в какой-то степени. Также старайтесь сегодня вести активный образ жизни. Это обязательно может быть все, что угодно. Есть возможность пойти сегодня в театр, идите в театр. Идите в какие-то интересные заведения, где вы не просто выпьете чашечку чая, да, или просто посидите, пообщайтесь, а вы еще возьмете какие-то новые знания. Вот Близнец, знак зодиака Близнецы, он не просто вот он подвижный, не просто он активный, а он любит это делать еще практично. Какие сегодня могут быть опасности ввиду того, что растущая Луна в знаке зодиака Близнецы? Это невнимательность к деталям. Старайтесь везде, во всем, чем вы ни занимались сегодня, обращать на детали. И будьте внимательнее к своей концентрации и к организации тех или иных моментов. Далее, под влиянием знака зодиака Близнецов люди могут быть склонными к принятию каких-то поверхностных решений без должного вдумчивого анализа. Поэтому старайтесь сегодня не торопиться и внимательно взвешивайте все аспекты принимаемых решений вами. В этот день очень много будет возможно поступать именно вам информации. И эта информация будет, например, из-за избытка общения или будет происходить из-за того, что, возможно, вы вот именно в этот день решили уделить этому вниманию. Поэтому, если вы чувствуете, что ваша голова перенасыщена какой-то информацией, то старайтесь делать паузы и вот отдыхать от информационного потока. То же самое касается, если вы любите в выходные дни смотреть очень много телевизора. С одной стороны, многие люди говорят, что они так релаксируют, так они отдыхают, но вы должны понимать и то, что лучше прогуляйтесь. Да, холодно сейчас все-таки на улице, снега, морозы, но все же уделяйте внимание своему здоровью. Это очень важно. Теперь давайте поговорим о лунном календаре здоровья, что он нам несет. Вы знаете, растущая Луна в знаке зодиака еще и Близнецы способствует увеличению нашей жизненной энергии, поэтому сегодня благоприятный день для того, чтобы заниматься физическими упражнениями, заниматься активным образом в жизни. И вы знаете, сегодня под влиянием знака зодиака Близнецы вы можете почувствовать усиленное желание двигаться, исследовать, экспериментировать. Поэтому не бойтесь. Если вы раньше, например, никогда не становились на коньки, боялись, возможно, сегодня тот день, чтобы этого попробовать. Не обязательно сегодня это делать 2-3 часа. Возьмите хотя бы 15-20 минут и попробуйте. Кроме того, Луна в знаке зодиака Близнецы, многие люди будут ощущать повышенную активность и желание общаться. Поэтому старайтесь сегодня общаться с друзьями, с близкими, с родными людьми, обменивайтесь какими-то идеями, мыслями. Это очень важно. Но, с другой стороны, будьте осторожны с излишней, такой, знаете, поверхностной информацией и старайтесь не увлекаться сегодня слухами, сплетнями. Они ни к чему хорошему вас сегодня не приведут. Обращаем на это внимание. Кроме того, хорошо сегодня заниматься всем тем, что придает активности вашему уму и получению новых знаний. Также сегодня хорошо заниматься чтением литературы, которая вам интересна. Сегодня хороший старт для изучения иностранных языков, а также для развития ваших интеллектуальных способностей. Кроме того, не забывайте сегодня обеспечивать себе достаточный отдых, релакс. Помните сегодня и о правильном питании, употребляйте сегодня больше фруктов, свежих овощей, ну и, конечно же, не забывайте о активной жизни. Это очень важно. Что же касательно лунного календаря денег, давайте сегодня и этот момент проговорим. Какие же нас тенденции могут ожидать в этот день? Как вы знаете, знак зодиака Близнецы ассоциируется с общением и с обменом информацией. Поэтому сегодня очень важно общаться
общаться с людьми, которые каким-либо образом связаны с деньгами. Почему? Потому что таким образом сегодня хорошо устанавливать новые какие-то деловые контакты, вести переговоры о финансовых сделках и обмениваться, например, полезной информацией о рынках, о каких-то предметах, о ассортименте и так далее, и так далее. У каждого это будет свое, но это нужно делать, потому что знак зодиака Близнецы, он это будет этому сопутствовать. Также сегодня приветствуется многозадачность, ваша гибкость. Особенно нужно быть открытым сегодня для той информации, которая идет извне. Кроме того, не бойтесь рассматривать любые варианты, все, что касательно денег, касательно инвестирования. А также сегодня очень важно адаптироваться к изменяющимся условиям, которые могут быть в вашем регионе или в вашей стране, потому что все очень меняется достаточно быстро. Также сегодня нужно быть и осторожными в принятии тех или иных решений, особенно если это касается денег, если это касается вложений. Почему? Потому что сегодня близнецы могут приводить человека к каким-то таким хаотичным мыслям, к каким-то поверхностным решениям, поэтому обязательно, прежде чем что-либо сделать, обращайте внимание на детали, анализируйте все и обязательно взвешивайте. Без этого никуда. Далее карта Таро на этот день, 17 февраля, друзья, выпало 9 кубков. Эта карта обладает, знаете, такой вот уникальностью, потому что она ассоциируется у нас с эмоциями, с радостью, с благополучием и... На карте изображен, да, человек, который понаслаждается вот спокойствием, гармонией. Поэтому очень важно, чтобы вы находились сегодня в этом состоянии. Поэтому старайтесь испытывать радость сегодня от того, что у вас есть в жизни. Даже, возможно, где-то вы себя чувствуете, что что-то не так. Но сегодня очень важно ценить вот каждый момент и наслаждаться своими эмоциями, отношениями. Также карта указывает нам на то, что нужно сегодня укреплять отношения с близкими людьми, с родными и стараться гармонизировать в семье именно отношения. Также сегодня очень важно поддерживать связи и раскрывать свой внутренний мир. Кроме того, девятка говорит нам о том, чтобы мы доверяли своей интуиции для того, чтобы можно было достичь внутреннего равновесия. Был баланс, гармония, это очень важно. Поэтому сегодня уделите внимание именно себе, своей семье, своему дому. Теперь давайте поговорим об совете от Архангела Михаила на этот день, 17 февраля. Итак, Архангел Михаил советует нам сегодня сохранять веру в себя и сохранять мир вокруг нас. Независимо от тех вызовов, независимо от тех испытаний, с которыми вы можете столкнуться, важно помнить о вашей силе духа и о вере в благополучное будущее. Пусть мудрость и защита будут вас вдохновлять и наполнять вас уверенностью. Также проявите сегодня мужество и решимость в преодолении препятствий и тех или иных трудностей, которые могут появиться сегодня в вашей жизни. Потому что сегодня день может быть, знаете, стать таким вот настоящим для тех людей, которые готовы отвечать за себя, за свою жизнь, за свою судьбу и не поддаваться вот тем негативным моментам, которые могут появиться в жизни, и идти вперед с уверенностью и с решимостью. Кроме того, Архангел Михаил призывает нас сегодня освободиться от страхов, от сомнений, потому что именно вот эти негативные моменты могут удерживать нас в прошлом и мешать нашему развитию. Также Архангел Михаил говорит нам о том, что мы с вами обладаем внутренней силой, мы обладаем мудростью для того, чтобы преодолеть любые препятствия, если только мы будем верить в себя и доверять своим способностям. Кроме того, очень здорово, если вы сегодня время от времени будете проговаривать и просить поддержку от Архангела Михаила, от высших сил, и просить поддержку Архангела у своего ангела-хранителя. Помните о том, что нужно общаться с этими высшими силами, с небесными покровителями каждый день. Даже если у вас все идеально хорошо, все равно нужно благодарить. Это очень важно.
Девочки и мальчики, ввиду того, что сегодня день денежной удачи, обязательно сегодня проведите одну уникальную практику. Эту практику вы сегодня можете делать в любое время, но есть один нюанс. Делаем только в хорошем расположении духа, с хорошим настроением, с хорошими мыслями и верой в себя. И будьте уверенными. Если у вас что-то не получается, и вы расстроены, и вот решили с бухты-барахты сделать эту практику, вы знаете, она просто у вас не получится, а вы будете только расстроены. Итак, что мы делаем? Берем ручку любого цвета, главное не черную, то есть вы можете взять красного, зеленого цвета, синего цвета, может быть фломастер. Рисуем на запястье левой руки, если вы правша, рисуем восьмерочку, именно восьмерку, не знак бесконечности, а именно восьмерку. Далее обводим красиво, именно сделайте кружок. И далее скажите следующие слова. Восьмерка меня округляет, деньги привлекает сегодня и сейчас. Эти слова, девочки и мальчики, обязательно напишите в комментариях к этому видео. Для чего? Для того, чтобы активировать и быстрее Вселенная активировала те энергии, те силы, которые именно нужны для вас и во благо вам. Вот такой, друзья, день 17 февраля. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.